Представьте себе, вам дали очки, через которые вы видите только черное и белое. Никаких оттенков серого, никаких тонких тонов, только чистый черный и чистый белый. Как долго вы проживете в таких очках, прежде чем совершите катастрофическую ошибку? Но правда в том, что многие из нас уже носят эти очки, просто не замечая этого. Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Формула реальности» и с вами я, Нур Исмаил. В прошлом ролике я говорил, что мир нельзя делить на черных и белых, на своих и чужих. В психологии это называется дихотомическим мышлением. Об этом мы сегодня и поговорим. Эта модель предельно проста. Свои всегда, конечно же, хорошие, а чужие, безусловно, всегда только плохие. Без нюансов, без анализа и без сомнений. Конечно, с точки зрения эволюции, когда-то это помогало нам выживать. Например, в древние времена у людей не было времени анализировать настроения и планы конкурирующих племен. Они просто воевали за удобные территории. Но мы же уже не древние люди. В современном сложном мире 21 века это древнее программное обеспечение дает сбой и разрушает наше единое цивилизованное сообщество. Когда вы делите мир всего на два лагеря, хорошие свои и плохие чужие, мышление становится ненужным. Зачем разбираться в фактах, если ответ уже заранее известен? В этот момент вы перестаете искать истину и начинаете искать только подтверждение своей правоты. Вы теряете способность к прогнозу, потому что в вашей реальности остаются только два сценария. Либо абсолютная победа, либо тотальное поражение. И здесь начинается самое страшное. Когда мир упрощается до борьбы абсолютного добра с абсолютным злом, как в голливудских блокбастерах, в нем неизбежно должен появиться монстр. Это стадия дегуманизации. Другой человек перестает восприниматься как человек, у которого есть родители, жена и дети, своя история или страхи. Он превращается во врага, в препятствие, которое обязательно нужно преодолеть. А как только живой человек становится врагом, просто потому что он думает иначе, оправдать любое преступление против него становится пугающе легким. Я знаю, о чем сейчас многие из вас подумали. Объяснять логику врага значит оправдывать его действия. Но заметьте, это же и есть та самая ловушка в действии. Если вы считаете кого-то врагом, это значит, что вам так сказали. А это не всегда соответствует действительности. И что очень важно, понимание логики противника не равносильно прощению. Но понимание интересов друг друга – это единственный способ остановить бесконечное насилие. Это способ начать конструктивный диалог. А черно-белое мышление – это всего лишь инструмент. Его легко создать, его легко продать и еще легче использовать. Когда вам подносят упрощенную версию реальности, есть только герои и монстры. У вас отбирают способность думать самостоятельно. И именно в этот момент вы становитесь управляемым. В реальном мире нет хороших и плохих парней в чистом виде, но есть интересы, которые могут совпадать с вашими, а могут и не совпадать. Но даже если интересы не совпадают, это не значит, что вы хорошие, а ваши оппоненты плохие, и их обязательно нужно убрать. Это повод для начала диалога и обсуждения этих интересов и поиска решений, которые устроят все стороны. Иначе война, где победителей, возможно, и не будет. И тут вы должны ответить сами себе: а вы готовы идти на войну с этими плохими чужими, особенно если они за тысячи километров от вас?
О гибельности такого образа мыслей говорю не только я. Об этом писал основатель когнитивной терапии Аарон Бек. Об этом также говорил нобелевский лауреат Дэниел Канеман. А американский психолог турецкого происхождения Музафер Шериф провел эксперимент «Пещера разбойников», который показал, как легко создать между группами людей через черно-белое восприятие и как сложно потом вернуть мир в отношения. А чтобы выбраться из этого черно-белого мира, нам нужно уметь задать себе 3 неудобных вопроса. Кому выгодно, чтобы я кого-то ненавидел? Какую часть истории мне не показывают и не рассказывают? И если бы я находился на той, другой стороне, как бы я видел этот мир? В обычной жизни мы все хотим смотреть в экраны телевизоров с миллионами ярких цветов. Тогда почему мы соглашаемся на черно-белое изображение для нашей реальности? И в конце вопрос. А как вы думаете, что нужно человеку, чтобы он перестал видеть в людях хороших своих и плохих чужих, а начал видеть людей, которые тоже хотят жить? Давайте обсудим это в комментариях.